Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Анна, и это мой канал «Волшебные спицы с Анной». Сегодня будем с вами вязать вот это долгожданное платьишко. Так и хотелось назвать его долгожданным, но платье будет называться Августина, так как мастер-класс вышел в августе. Смотрите, пожалуйста, комментарий к мастер-классу, да, я там пишу поправки. Бывает, что когда после уже отснятого материала замечаешь, что ну, лично я, да, зацикливаюсь на одной и той же фразе, вот, но я ее немножко корректирую, и я думаю, что это вас не очень расстроит, вот, и мастер-класс будет понятным. Он будет у нас в двух частях. В первой части я вам покажу, как вяжется лиф платья, а саму юбочку мы с вами свяжем во второй части. Все, всем приятного вязания! Для вязания нам с вами потребуется спица номер 2. Кто вяжет сильно плотно, то может побольше спицы взять. Кто расхлябаннее вяжет, тот может поменьше спицы взять. Все будет, девочки, зависит от вашей плотности. Вы в мою плотность можете не попасть. Как обычно, я свою плотность пропишу на экране. Для своей работы я взяла вот такую пряжу. Это носочная пряжа. Здесь на 50 грамм, 200 метров. Мне захотелось такой пряжки попробовать. Также я данное платьишко вязала из Дивы, да, всем оно известно. Тоже из Дивы смотрится очень хорошо. Из Дивы у нас получается на 100 грамм 350 метров. Вот, попробуем связать и с другой пряжи тоже. Все, давайте приступим. Нам надо с вами будет набрать 28 петель удобным для каким хотите способом, и провязать 4 ряда платочной вязки, то есть все ряды лицевыми. Далее начинаем распределять узорчик следующим образом. Первая петелечка у нас кромочная, мы ее снимаем. Далее у нас идет с вами 3 лицевые, потом 2 изнаночные, далее идет 6 лицевых, потом идет 4 изнаночные, опять 6 лицевых, две изнаночные и 3 лицевые и кромочная. Изнаночный ряд вяжем с вами по рисунку, то есть что видим, то и вяжем. Лицевые петли вяжем лицевые, изнаночные изнаночными. Нам с вами надо будет еще раз провязать по узору, то есть как вот мы вязали: 3 лицевые, 2 изнанки, 6 лицевых, 4 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнанки, лицевые, 3 лицевые и кромочная. Провяжем лицевой ряд и изнаночный и встретимся с вами. Провязали мы с вами, получается, что после платочной вязки у нас должно провязаться 4 ряда узора. Уже вырисовываются вот такие полоски. Далее на вот этих 6 петлях мы с вами будем делать перекрещивание, то есть будем вязать косу. Итак, одна у нас коса будет смотреть, как я говорю, направо, то есть в правую сторону будем перекрещивать, а вторую будем перекрещивать налево. Так, для этого первую петелечку мы снимаем, 3 петли лицевой, далее 2 петли изнаночной, и вот сейчас нам с вами надо будет перекрестить вот эти петельки, сделать косу на этих 6 петлях. Что я делаю? Значит, мы берем 4, 5, 6 петлю, переснимаем их вперед, 1, 2, 3 скидываем со спицы и поддеваем их на вторую спицу. Вот таким образом. И далее одеваем 6, 5, 4 петлю на нашу спицу и провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, перекрестили нашу косу направо. Далее провязываем 4 изнаночные. Сейчас
нам нужно перекрестить нашу, повернуть косу налево. Для этого, значит, на эту спицу мы снимаем 4-ю, 5-ю, 6-ю петлю за работой. Вот она. 1, 2, 3. Вот так поддеваем. Сбрасываем 1-ю, 2-ю, 3-ю петлю и переснимаем их на нашу вот эту спицу. Далее возвращаем петли на место. Вот одеваем 6-ю, 5-ю и 4-ю петлю. И провязываем все лицевой. Далее вяжем 2 изнаночные, 3 лицевые, изнаночная. С изнаночной стороны петли вяжем по узору. Провязали. Далее нам нужно провязать будет с вами по узору еще 4 ряда, то есть 2 лицевых и 2 изнаночных. И встретимся с вами. Вот так у вас должно получиться. Для расширения рукава нам с вами нужно будет сделать 6 прибавок. Прибавки мы будем делать по лицевой стороне и в том ряду, где у нас будут с вами перекрещиваться вот так косички. Почему это делается? Для того, чтобы мы не запутались и было легче нам с вами считать. То есть, если вы перекрещиваете косу, значит в этом ряду надо будет сделать прибавку. Прибавку будем делать после кромочной, перед и после первой кромочной и перед последней. Давайте сделаем первую прибавку. Кромочную снимаем. Можно сделать прибавку накидом, можно сделать прибавку вот таким вот скрещенным накидом. Кому как нравится. Я буду делать просто обычным накидом. Далее 3 лицевые. Вяжем неизменно. Далее у нас с вами идет 2 изнаночные. Сейчас нам эту косу нужно перекрестить вправо. Да? Она у нас будет вот так все время закручиваться. Для этого снимаем 4-ю, 5-ю, 6-ю петельку перед работой. Кому удобно, можете взять дополнительную спицу, так делать. Я уже как-то привыкла вот так снимать, и мне так даже быстрее. И далее возвращаем петли на рабочую спицу и провязываем все 6 петель лицевыми. Четыре изнаночные. Эту косу нам нужно закрутить налево, то есть переснимаем 5-ю, 6-ю, 4-ю, 5-ю, 6-ю петлю за работой. Первые 3 скидываем, переснимаем на рабочую спицу. Далее возвращаем снятые петли. И тем самым мы закручиваем нашу косу. Так, раз. Далее у нас с вами 2 изнаночные, 3 лицевые. И перед кромочной делаем просто накид. Кромочная. В изнаночном ряду накиды провязываем скрещенными, для того, чтобы у нас с вами не было дырочек. Каким образом? Просто вот так за заднюю стенку, смотрите, чтобы у вас петля перекрестилась. Вот она. Если мы так провяжем, то будет дырочка, а если мы ее провяжем за заднюю вот так вот стеночку, то дырочки никакой у нас с вами не будет. Изнаночный ряд вяжем по узору и встречаемся в лицевом ряду. Далее мы должны с вами провязать 4 ряда лицевой глади. После этого мы опять делаем перекрест косы и делаем прибавку. Как я уже сказала, нам с вами нужно так прибавить 6 раз. Я думаю, что с этим вы справитесь самостоятельно. Давайте сделаем 6 прибавок. Одну мы уже сделали. Осталось сделать еще 5. Значит, алгоритм какой? Провязываем 4 лицевой глади, 4 ряда. Далее делаем прибавку, перекрещиваем при этом косу. Далее опять вяжем 4 ряда
лицевой глади, потом опять делаем прибавку и так далее. Я думаю, что это должно быть всем понятно. И давайте все это сделаем самостоятельно. Вот как у вас уже получается. Я сделала 5 прибавок. И сейчас мне нужно сделать 6-ю. Покажу вам, как ее сделать. Смотрите, у вас должно быть уже 6 перекрещиваний. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас будем делать 7-ю. Значит, при первом перекрещивании мы прибавку не делали, а в этих остальных, да, перекрещиваниях прибавку сделали. 1, 2, 3, 4, 5 раз. Сейчас мы сделаем 6-ю прибавку. Снимаем также кромочную, делаем накид. Здесь у нас должно быть с вами уже 8 лицевых, 2 изнаночные. Перекрещиваем нашу, продолжаем закручивать нашу косу. Обращайте внимание, да, чтобы у вас правильно здесь все было постоянно перекрещивание. Значит, вяжем косу 3 на 3. Так, 6 лицевых, перекрестили, сделали, провязали 6 лицевых. Далее у нас идет 4 изнаночные. Так, перекрещиваем косу влево. Провязываем 6 лицевых. Далее идет у нас 2 изнаночные, 8 лицевых. Делаем накид и кромочная. Провязываем один ряд изнаночный с вами и встречаемся. Провязали один изнаночный ряд. Сейчас нам нужно будет с вами разделить этот наш рукав. Я надеюсь, вы поняли, что мы вяжем рукав пополам на перед и на спинку. То есть вот здесь вот строго пополам. Вот здесь у нас с вами посерединке 4 изнаночные петли. И, значит, 2 изнаночные пойдут на перед, а 2 изнаночные пойдут на спинку. При этом нам с вами понадобятся вот такие вот маркерочки или любой другой маркер для того, чтобы отметить начало этого вот ряда. Просто так маркер не повесить, потому что он у нас не закрепится. Он будет у нас переходить. Ну, у меня такие, как видите, да, булавочки. Это у нас с вами получится конец рукава. До этого маркера мы будем потом сшивать рукав. Вот так вот повесим. И давайте, что же мы будем делать далее? Далее мы будем просто с вами вязать петли по переду. Петли спинки мы просто оставляем на этой спице и ничего с ними не делаем. Провязываем до середины полотна. Получается первая кромочная, снимаем ее. Далее у нас с вами получится 9 лицевых. 2 изнаночные. Здесь у нас просто вяжется сейчас лицевыми. Изнаночная. И тут тоже будет изнаночная. Вот. Получается 2 изнаночные здесь оставляем, 2 здесь. Разворачиваем изделие. И наша вторая изнаночная становится кромочной. Снимаем как кромочная. И провязываем петли по рисунку. Ну, по узору. Мы помним, да, что после того, как мы перекрестили петли нашей косы, мы должны провязать с вами 4 ряда лицевой глади. Здесь мы делаем все то же самое, только без прибавок. Вяжем ровное полотно. Так, 2 ряда мы провязали. Еще нам нужно будет провязать 2 лицевых ряда. И далее начинать делать перекрещивание. И вот таких перекрещиваний нам надо по переду сделать 4 раза. Давайте сейчас еще провяжем 2 ряда и встретимся и покажу, как перекрещивание делать.
Все, в этом ряду нам надо сделать перекрещивание, да, косу нашу закрутить, как говорится. Как видите, уже началось разделение. Давайте перекрестим косичку нашу. Здесь также вяжем 9 лицевых, 2 изнаночные. Все, и перекрещиваем косу нашу направо. Вот таким образом. Изнаночная и кромочная. Вот, видите, да? Уже у нас спинка короче, чем перед. Вот таких перекрещиваний нам надо сделать с вами по переду 4 раза. Одно мы с вами сделали. Делаем еще 3 самостоятельно. Просто вяжем ровное полотно. Когда мы с вами перекрещим, сделаем перекрещивание 4-й раз, да, то есть вот 1-й раз, 2-й, 3-й и 4-й, считая вместе с этим перекрещиванием, просто провяжем перекрещивание и изнаночный ряд, и на этом остановимся. И я думаю, что встретимся, я вам покажу, как далее будем вязать спинку. Вот что у нас с вами получилось. Мы провязали в общей сложности 24 ряда и при этом 4 раза сделали перекрещивание, да? Смотрите. 1, 2, 3, 4. Вот. Все. Снимаем берем дополнительную спицу, снимаем эти петельки, нитку не отрываем, просто оставляем ее. Берем, я вяжу от одной, видите, от одной катушки получается, да, от одного клубка. Одну беру ниточку с серединки, а другую просто сначала. И сейчас сначала мы прикрепим с вами маркер, еще один. Обозначим конец переда, вот так вот. Все, сейчас нам надо с вами начать вязать спинку. По спинке мы узор вот этот коса делать не будем, будем вязать просто лицевые петли. Нам нужно провязать будет 10 петель по узору, ой, 10, извините, 10 рядов по узору и 4 ряда платочной вязкой. И после этого планочку надо будет закрыть. Давайте прикрепим нитку. Первый ряд я вам покажу. Первую петелечку мы здесь провяжем, потом кромочный будем, как обычно, снимать. Так, вторая у нас петелька идет изнаночная. Далее у нас с вами идут 6 лицевых. Две изнаночные и 9 лицевых. Ой, маркерок мешает чуть-чуть мне. Вот 9 лицевых и кромочная. Спинку вяжем по узору. И таким образом нам с вами нужно будет провязать 10 рядов по узору и 4 ряда платочной вязкой. Давайте все это сделаем самостоятельно. Я думаю, здесь это сделать очень легко. Думаю, что изнаночные лицевые петли вязать умеют точно все. Все провязали, закрыли. Значит, 10 рядов просто по рисунку и 6 рядов платочной вязки. После этого мы петли закрываем. Все, откладываем это изделие, как говорится, эту деталь отдельно. И начинаем вывязывать вторую полочку. Для нее мы набираем с вами 20 петель и провязываем 6 рядов платочной вязки. Потом встречаемся, я расскажу, что будем делать дальше. Провязали 6 рядов платочной вязкой. Далее продолжаем вязать следующим образом.
Первую петельку мы снимаем, 1 изнаночная, 6 лицевых, 2 изнаночные, 9 лицевых. Изнаночная. Изнаночный ряд вяжем по узору, и таким образом нам нужно провязать с вами 10 рядов. Первый ряд мы провязали, осталось провязать 9 рядов, и встречаемся. Вяжем именно так, как я вам сказала. Все, мы с вами провязали. Сейчас нужно будет на этих 6 лицевых петлях сделать косу с наклоном влево. Первую кромочную мы снимаем, провязываем изнаночную, далее перекрещиваем петли налево, значит, 4, 5, 6 снимаем за работой, 3, 2, 1 переснимаем на рабочую спицу, далее снимаем 6, 5 и 4 петлю и провязываем все петли лицевыми. 2 изнаночные, 9 лицевых, изнаночная. Можно здесь прикрепить маркер. Вот таким образом. Изнаночный ряд вяжем с вами по узору. Все провязали. Сейчас отрезаем эту нить, она нам не нужна. И сейчас нам нужно будет деталь нашу вот эту соединить с нашей второй полочкой. Что делаем? Я беру свою основную спицу. Это пусть у нас пока здесь полежит. Все, провязываем, берем нашу вот эту деталь и начинаем вязать. Все провязываем по узору. 9 лицевых у нас с вами идет. Далее 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные. Все, спицу убираем вспомогательную. Присоединяем нашу вторую полочку. Вот эту ниточку, которую обрезали, немножко придерживайте, чтобы петля не убежала. И вяжем также по узору. 2 изнаночные, подтяните. И этой ниточкой подтяните. 6 лицевых, 2 изнаночные, 9 лицевых и кромочная. Изнаночный ряд вяжем по узору самостоятельно. Провязали. В этом ряду мы с вами будем делать убавление. Будем вывязывать второй рукав. Убавление будем делать после первой и перед последней петлей. Первая, значит, петелька у нас снимается, кромочная. Далее провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее у нас идет с вами 7 лицевых, 7 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых,
4 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, 7 лицевых и 2 вместе с наклоном вправо. И изнанка кромочная. Изнаночный ряд вяжем самостоятельно по узору. Провязали. В этом ряду мы сейчас будем делать перехлёст косы, и при этом опять-таки убавим одну петлю после кромочной. Значит, первую петельку снимаем, провязываем 2 вместе с наклоном влево, 6 лицевых, 2 изнаночные, первую косу поворачиваем направо, далее 4 изнаночные, вторую косу поворачиваем налево, далее 2 изнаночные идут, 6 лицевых, 2 вместе, лицевой с наклоном вправо. В принципе, разницы нет никакой. Так, изнаночный ряд вяжем самостоятельно и встречаемся. Итак, мы с вами провязали. Далее нам нужно будет убавить еще 4 раза. Убавлять мы будем каждый раз, когда будем перекрещивать нашу косу. После перекрещивания мы помним, да, мы должны провязать 4 ряда лицевой глади. Далее делаем перекрещивание и одновременно делаем убавление. Давайте это сделаем все самостоятельно. После того, как мы с вами сделали необходимое нам убавление, получается, что у нас на спицах должно остаться 28 петель. После того, как мы сделали убавки с вами, да, последнее перекрещивание и убавку, после этого надо провязать еще 4 ряда лицевой глади. Далее получается 4 ряда по рисунку. Далее мы с вами делаем еще одно перекрещение, да, перехлест, делаем косы. Далее провязываем 2 лицевых ряда. После этого нам с вами нужно будет провязать 4 ряда платочной вязкой и рукав закрыть. Давайте провяжем это самостоятельно и встретимся. Все, лиф мы с вами довязали. Я рекомендую вам вот эту вот ниточку, да, не обрезать, не делать короткую, а сделать именно длинненькую, для того, чтобы сшить наш один рукавчик, а этот уже сошьется отдельно. Значит, что делаем сейчас? Выворачиваем наизнанку, естественно. И вот в помощь нам вот эти наши маркерочки. И сшиваем рукав здесь до маркерочка. И с этой стороны тоже также до маркера. И наш лиф с вами будет готов. И мы сможем его примерить на куколку. Вот как у нас с вами получилось. Когда вы оденете на куколку, ручки вперед ей. И так как у нас еще нету с вами юбочки, конечно, тут все будет собираться. Вот так должно получиться. Все сидит хорошо.
просто замечательно. И спинка у нас вся села. Вот. Такая спинка мне нравится больше, потому что она здесь не топорщится. Если сравнить с другой, вот с этой, где была связана коса, как видите, здесь вот немножко торчит и немножко грубо смотрится. Ну, есть такой, если кому нравится, можете сделать такой вариант. Мне понравился больше вариант с прямой спинкой. На этом я буду заканчивать. Я надеюсь, что у вас все получилось, все село хорошо, как надо. Все, до следующей. Встретимся в следующей части, где мы будем вязать с вами юбочку.